Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня отвечаю на вопросы по актинидии. Меня очень радует тот факт, что много наших уже подписчиков и зрителей высадили у себя дома вот это растение, которое более 100 лет Мичурин назвал перспективным растением и сказал, что это растение должно быть у каждого дома, потому что это и лечебное, и очень удобное, и красивое растение. Это действительно так. Вот смотрите, идут вопросы по поводу формировки. Каким образом можно сформировать урожай? В первую очередь, вот смотрите, мы берем просто вот эту веточку. Я хочу вам показать. Вот нарастала ветка. Мы сейчас покажем, как мы будем. Я сейчас не буду обрезать, потому что сегодня мы снимаем 14 июня. Сегодня полнолуние. И растения нельзя резать ни в коем случае. А в конце месяца, 4-я фаза, я вам покажу и расскажу тоже еще, как я это делаю. Но в данном случае, смотрите, была веточка от главного стволика, от главной лианы, и мы ее обрезали. Обрезали, и у нас пошла одна веточка и вторая. Вот эта веточка пошла в этом году, а эта была в прошлом году. И мы ее тоже обрезали. Видите, здесь видно обрезанная веточка. Тоже ее обрезали. Обрезаем только в определенные дни. И в этом году у нас на этой одной веточке, смотрите, сколько появилось новых. Так, вот смотрите, появилась одна, которую мы тоже еще будем обрезать. Дальше вторая вот с ягодками. Третья. И вот в конце... Да, на самом конце еще одна. Вот ее показываю. Еще одна. Получается, когда мы срезали вот эту веточку боковую, как виноград, мы оставляем где-то 5, 7, иногда 4, но в основном 5 почек. И вот благодаря вот этой обрезке вот за 2 года у нас вот такой. В прошлом году был урожай, и в этом году вот такой урожай будет. Это по обрезке. Как вот это сформировать? Мы сейчас пойдем с вами, я покажу. У меня второй год двухлетний саженец, ему уже 3-й год. Я купила в прошлом году в Флориуме. Есть такой интернет-магазин. И там вот, это, кстати, купила Агромаркет. Тоже у нас интернет-магазин. Это одна из польских. По сортам отдельно будем говорить. Ну и тут есть еще один вопрос, но мы вернемся. Сейчас я хочу вам показать, почему и как надо формировать. Вот я вам хочу показать, ответить на вопрос, как начинать формировать урожай. Кто-то мне написал о том, что вот есть уже несколько жирных побегов, жируют актинидии, что делать? Вот смотрите, у меня, я купила двухлетний саженец, в прошлом году посадила. И вот уже есть 3 основных побега. И далее идет вверх, вот уже смотрите, прошлый год и этот. И далее очень большой такой куст. Тоже вот, смотрите, казалось бы, это жировики. Но я их не трогаю. Не вздумайте их трогать и резать. Сейчас, по крайней мере, это делать нельзя. И вот в прошлом году я их не резала. Они у меня вот, я даю возможность нарастить вот эту массу. Эта масса дает возможность сформировать мощную корневую систему. Нам нужны сейчас корни. Когда корни будут уже достаточно в большом количестве, основательные, тогда можно будет формировать. Но я сейчас уже в этом году собираюсь делать формировку. Урожайные, закладываю урожайные почки, урожайные веточки. Вот смотрите, сейчас не режу, я потом буду показывать. Я просто взяла такой вот карандаш пишущий. Вот смотрите. Для того, чтобы получить на этой веточке в следующем году урожай, здесь будет само собой, здесь может расти, вот считайте себе, вот 1, 2, 3, 4, 5 почка, даже 6, 6, 7. И вот здесь я рисую, чтобы видно было, обрезаю. Здесь вот этот кусочек будет обрезан. И здесь на следующем году будут такие вот ягодки, которые я вам показывала в начале. Далее. Здесь тоже, видите, здесь у нас очень много. Я думаю, что вот эту я уберу полностью. Она какая-то слабенькая. А вот эту веточку аж туда, к осени, возможно, тоже будем наблюдать. Если она сильно будет расти, мы ее обрежем. Если даже не будет расти, где-то вторая половина лета, все равно вот этот кончик я срежу. Снова же обрезку проводим.
только на убывающей луне 4-я фаза. У нас есть агрогороскопы. Вы ни в коем случае не режьте на растущей луне, погубите растения. Вот у нас одна веточка. Идем дальше. Вот уже хочу, чтобы все видели. Смотрите, вот здесь эта веточка будет плодовая, само собой. Вот она сформировалась. А вот, казалось бы, да, вот она очень длинная, и ничего хорошего с ней не будет. А я ее сделаю плодовой, ягодной. Для этого, видите, она идет у нас. Вот откуда она у нас идет. Вот. Здесь завязочка у нас. Даже она переломалась. Но можно будет ее оставить, потому что и плодовая. Вот эта плодовая тоже будет 7 почечек, 5. Кончик срезаем. И ее можно тоже сделать плодовой. Для этого буду где-то еще 5-7. Но снова же наблюдаю. Если вот здесь я могу оставить даже больше, чем 7. Поэтому я за листом где-то сантиметр оставляю. И вот рисую. Чтобы видно было. Вот видите, беленьким. Вот здесь я сделаю надрез. А вот эту веточку, далее она уже одревесневшая, хорошая, можно будет череночки нарезать. Ну, здесь сами череночки, формировка, это все отдельная тема. Вот. А эта ветка уже будет готовиться к урожаю на следующий год. И у нас будет и урожай, и у нас будет размножение. Идем дальше. Я вот так хочу все, чтобы вы увидели. Смотрите, у нас еще одна ветка, которая была сформирована в прошлом году, на ней снова формируются вот еще веточки. И вот эти веточки тоже должны быть плодовыми. Для этого, ну вот здесь особо ничего не надо срезать. Видите, она сама себе вот сделала уже такие важные наметки. А вот эту нужно будет, смотрите, получается, здесь одна плодовая будет. На этой можно оставить, можно обрезать, но я ее оставлю только вот кончик обрежу. Вот. А вот здесь вот молодой побежек. Здесь я посчитаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, тут 5 достаточно. И здесь вот будет срезано. Это останется, здесь будут уже почки плодовые формироваться, ягодные. А это срежу, ну с этого навряд ли что-то получится. И смотрите, он дальше идет, этот побег. Вот есть еще, дальше вверх поднимается. Этот он двойной, поэтому беру этот, срезаем. У нас это рядышком здесь роза, лепестки сейчас насыпались. Срезаем, даже без среза, видите, очень плохо что-то ему не нравилось, сразу же формирует вот эти веточки, на которых будут ягодки. И здесь тоже будет срез. А вот этот я оставлю, и пусть он поднимается вверх. Далее здесь у нас 3, даже 4 уже. В этом году вот еще один, вот видите, какой вырос, молодой так называемый. Вот он идет, я его тоже поднимаю вверх. Получается у меня эти 2 будут подниматься вверх. Вот они уже соединились, их нужно разъединить. Это мы уже лестницу возьмем. Ветер поломал одну, но я хочу сформировать наверх. Потому что у нас, сейчас мы покажем, как у нас другой уже сформированный, более старший куст актинидии. А здесь у нас вот это будет, видите, это урожай, это урожай. Здесь здесь тоже будет обрезка, здесь тоже будет урожай. Здесь то же самое, обрезаем так, чтобы где-то 5-7 почек, листиков, и здесь будет обрезка. Но пока он так будет, видите, он даже сам себе смотрит, сколько чего ему сделать, но все равно обрежу. И здесь вот ягодные, вот они ягодные веточки. Это будет урожай в следующем году. Здесь тоже урожай будет в следующем году. Ничего здесь не режу. Единственное, что здесь кончик будет где-то июль месяц, август. Я еще раз их стригу. Я все лето смотрю. В 4-й фазе Луны обязательно делаю вот эту пострижечку. Стрижку обязательно. И здесь будут ягодки. А вот эти большие, такие молодые жировики, как называют их, они очень нужны для того, чтобы мы их поднимаем на беседку. Вместо винограда. У нас был виноград, который нужно было постоянно обрабатывать, возиться с ним. Здесь никаких обработок практически нет. У меня роза рядышком, я розу обрабатывала, подкормочку, но ему не нравится подкормка по листу. Поэтому здесь у нас дерновая земля, и при посадке использовалась
использовалось удобрение нитромофоска и дерновая земля лесная. Вот это все, что было. Под корень только подкормочки, но зеленые, кстати, удобрения только в начале сезона, и то не в большом количестве. Иначе будут вот действительно гнать вот эти все жировики, так называемые, эти побеги. Но вот формируем. Вот такая формировка. Сразу же формируем и в высоту, потому что нам надо лиана. И здесь у нас уже будет урожай. Ну, сейчас пойдем еще, я вам хочу показать растения, которые уже на высоте находятся. А теперь смотрите, этим уже это у нас самые первые актинидии. Здесь вот уже взрослые, видите, древесина хорошая. Это уже не один год этой древесине, пару лет. Здесь появляются снова такие побеги, то я снова их на урожай буду формировать, 5-7 почек. Если маленькие, вот здесь маленькие, видите, сами вот веточки уже, я вот так с этой стороны покажу, видите, это вот уже формируются ягодные почки, плодовые ягодные почечки. Здесь уже будет урожай. Может и не быть, но все зависит от того, как растение перезимует и как мы ему дадим созреть, древесина, чтобы созрела. И вот смотрите, вот тот побег, который мы сейчас показывали, да, вот этот побег, он шел наверх, мы его пустили наверх, вот смотрите, и на нем формировались вот снова же боковые веточки. И на этих боковых веточках идет что? Идет урожай. Смотрите, вот очень хорошо видно, да, вот сейчас обрезки мои. Вот они, обрезка. Вот, здесь была обрезка. Далее, здесь обрезка. Видите, обрезка. И вот из этих почечек обязательно одна или две веточки идет урожайная. То же самое здесь было, видите, вот обрезанная вся веточка. Одна у нас, и здесь уже вторая и третья. В первый год обычно одна дают, а потом их несколько становится. И вот на этой лиане, вот она идет вверх. Вот она поднимается, и вот она уже, видите, вверх сетки. И она будет и дальше расти, потому что они еще будут развиваться, расти. Вот сейчас тихонечко. Сейчас перейдем еще одно растение покажу. Это у нас очень уже взрослая, самая первая киевская гибридная актинидия. Одна из первых, это частной коллекции я покупала. И вот смотрите, она уже, какая у нее высота. Вот, прекрасно она и там формирует ягоды. Но она еще и снова же будет боковые, жировики эти давать. Но я их постоянно с ними работаю. И вот, вот такая работа. Здесь, смотрите, вот у нас был жировик так называемый. Я его срезала. Вот это было у нас в конце мая, где хороший период был для обрезки. И смотрите, уже побежек пошел. И я его тоже потом посмотрю, как он будет дальше развиваться, снова же срезаю. И затем у нас получается вот такие прекрасные вот ветки, на которых, вот смотрите, сколько здесь будет ягодных веточек. Конечно, здесь перегруз, и сейчас мы будем с вами говорить еще по ягодам. Есть еще у нас несколько вопросов, касающихся ягод. И вот это у нас вот таким образом образуется. Вот, пожалуйста, тоже снова же обрезка была. Вот веточка. Я ее обрезала в прошлом году. Вот видно обрезка. И вот это даю все время сантиметр запас над почкой. И вот потом появляется вот такая веточка, на которой будет урожай. Когда урожай, тогда они особо не растут, и особые обрезки не надо. Даже уже в августе и сентябре еще можно обрезать. Обрезаем мы, напоминаю, актинидии, все лианы, касающиеся киви, это мини-киви и киви. Это все обрезки делаются май, конец мая, июнь, июль, август, еще сентябрь. Обрезки зимой и ранней весной не делаю, иначе они погибают и не цветут. Они начинают гнать массу зеленую. Ну, у нас есть видео, посмотрите, у нас папка есть, плейлист по актинидии. Ну, а теперь мы еще с вами пойдем, и я отвечу на вопросы по ягодам. Вот смотрите, у нас еще две ветки, они могут
просто, если их не обрезать, расти и ничего не формировать, урожая на них не будет, это жировики так называемые, если я их не обрежу. Но я их, естественно, обрежу, где-то вот так вот, пообрезаю 5-7 веточек, это пойдет на черенки, а здесь будут снова же формироваться веточки для урожая. Просто они были маленькие, я их не обрезала. Но вот конец июня месяца будет обрезка. И сразу еще один вопрос сразу же по поводу древесной золы. Ни в коем случае, вот здесь у нас место, где было очень много древесной золы. Растение мучается. Просто-напросто им нужна слабокислая почва. Это еще раз для тех, кто очень увлекается везде и всюду, добавляя древесную золу. Это очень опасно. И вот у нас там, где вот древесная зола, вот такая вот желтизна, приходится раскислять почву, но оно страдает. Но я пытаюсь его отделить, то есть сделать черенки и все-таки привести в порядок это растение. Ну а теперь о формировке урожая. Вот смотрите, у нас, вот кстати, вот хорошо видно, вот это прошлогоднее у нас было жировик. Видите, я его срезала и уже пошли 2 веточки. Ну вот что у нас с урожаем. Так, чтобы эти листики, сейчас я вот так вот сделаю. Вот одна веточка, да. Если оставить все плоды, кстати, само растение часть ягод сбрасывает. Оно видит, что оно не может прокормить, и идет сброс. И у нас подсыпано здесь. Вредителей пока мы не наблюдали никаких у этих растений. Практически болезней тоже. Внекорневая подкормка им не подходит, это точно. Я уже вот тоже вот попала чуть-чуть, испытала. Не нравится им это дело, поэтому все под корень нужно делать. И снова же, когда вот сейчас ягодки уже формируются, то нужен калий и магний. Разведем им это удобрение, любое удобрение, которое есть. Главное, чтобы не было в этом удобрении у нас тех компонентов, которые есть в древесной золе. Вот если оставить вот эти ягодки, то они будут мелкие. А мы в прошлом году попробовали, вот еще сейчас я не трогаю, но в конце месяца уже можно, даже уже в июле, можно будет вот пройтись, то снова же во время обрезки, это сразу все вместе делается, и вот можно вот эти ягодки сорвать и оставить одну ягоду. Тогда эта ягода будет крупная. Если же, вот мы оставили были в прошлом году один куст, такая мелкая, никто не хочет ее собирать, на варенье тоже долго играешься, перерабатываешь. Поэтому формировка ягод тоже очень важна, как и фруктовых ягодных растений. Вот эти можно убрать будет. И вот я сейчас эту веточку покажу, что я оставлю. Оставлю, просто надо определенное количество оставлять, здесь много. Вот, смотрите, как красиво получится. Здесь тоже убираем. Вот, мы сейчас вот эти поубираем. Простит меня растение, прости, что я сегодня делаю для наших зрителей. Одну веточку. Вот. И вот, смотрите, эти можем оставить. Вот эта веточка будет с прекрасными крупными ягодками. И у нас, кстати, есть видео, мы собирали урожай, готовим с них джемы. Это просто такое здоровье, такая прелесть, такая вкуснятина, словами не передать. И самое главное, что здесь очень много витамина С и других важных питательных веществ для человеческого организма. Поэтому Мичурин говорил, что это растение будущего. И вот каждую веточку нужно вот таким образом сформировать. И дальше звучал вопрос, что цветут растения и все сразу же осыпается. Цветут, могут осыпаться цветы после цветения актинидии, да, перецвели и потом осыпаются. Если это одни женские растения, если у вас нету мужского растения, у нас есть мужское, оно сейчас покажем даже, что там осталось, черные цветочки и все. Поэтому, если одни женские, есть сейчас мы подойдем еще к мальчику и по ягодам все понятно. Идемте, я покажу, что остается после цветения у мальчика, и покажу вам самоплодную еще актинидию Исайя, которая тоже прекрасно вяжет, и мальчик тоже ей помогает. Вот смотрите, это вот что остается, когда мальчик перецветает.
Вот такие. Потом осыпаются вот эти цветочки, плодов нету. Он выполнил свое дело, пчелки перенесли пыльцу на другие растения. И даже пчелок в этом году было мало, а актинидия хорошо завязалась. Видите, даже вот такое вместе растущее, он растет у нас, мальчик, тут в уголочке. Здесь место отдельно, здесь и особо и солнца нету. В общем, он здесь себе в затышку себе растет и выполняет свою работу незримо и невидимо. И сейчас подойдем еще к одному растению актинидии, которое называется Исайя. А вот это у нас Исайя. Видите, то же самое, тоже формировка идет. Тоже я обрезала. Видите, вот. Здесь не очень жирные, конечно, веточки, но не жирные в плане того, что вот основные я тоже оставляла. Вот в начале, первые годы оставляем вот эти несколько скелетных, основных, которые идут на беседку. А Лиана любит, чтобы была беседка. И вот видите, сколько здесь плодов. Исайя самые мелкие ягоды, но самые поздние, когда мы все собрали, вот эти начинают поспевать. И здесь больше всего количество вот этого витамина С. Очень такая кислинка, вкусная. И если первый морозец, то, конечно, это просто бесподобные ягоды. Так вот, я заметила, что вот мальчик тоже работает в этом плане, и они получаются довольно-таки крупные. И снова же растение будет еще сбрасывать. Оно уже сбросило. Покажу. Вот идет сброс, видите? Вот вниз покажи, пожалуйста. Вот видите? Вот идет сброс того, что не сможет растение вырасти. Они все равно хоть и самоплодные, вот эти ягоды, но растение тоже, естественно, лишнее, если что-то не так, оно сбрасывает. То, что может выкормить, то, естественно, будет выкармливать. И вот смотрите, просто вот такие ягоды. Я не пробовала еще их выделять. Как-то, может, если оставить по одной, будут крупнее. Но их так много, и так они такие они вкусные, что мелкие и ароматные, что мы эту актинидию тоже очень любим. Вот надо уже ее подвязать. Ветер нам немножко натворил делов. Вчерашний был циклон. Вот она, видите, какая красивая. То же самое я все время обрезаю вот эти веточки, все боковые. Вот как красиво. О, сколько ягод, какая прекрасная формировка, да? Итак, мы сегодня разобрали с вами, что нужно первые годы формировать вот эти скелетные ветви. Показали и как это начинается. Далее мы показали, что мы обязательно делаем обрезку. Вот обрезки обязательно для того, чтобы сформировать вот эти боковые веточки, на которых будет урожай. Без этого урожая не будет, и будут у нас одни жирки. Растения будут понимать, что ягоды не нужны хозяевам, и растет куда попало. Ну и формируем, и обязательно делаем вот на беседку, куда-то нужно им тянуться. Есть разные способы формировки, я их рассматривала, Т-образная формировка, но нам нужна беседка. Вместо винограда мы полностью сейчас посадили, и растет у нас вот актинидия. Еще досадили, есть и голландская вот актинидия уже, Патруся посадили. Но снова же это все, еще два сорта новеньких я досадила. Когда уже на всех будут ягоды, осенью мы рассмотрим еще раз по сортам. Очень нравятся все сорта, каждый имеет свою изюминку, свой вкус, свое количество витамина С. Растения шикарные, под корень себе подкормили, можно немножечко только нитромофоски. И вначале вот эта болтанка, бродилка так называемая, и это все. И больше защиты никакой не надо, по листьям подкормки не надо. Вот, и болезней тоже практически мы не увидели пока. Вот. Единственная проблема – это нельзя ни соду, ни золу. Это растение, которое любит слабокислую почву. Я ответила на часть вопросов, которые касаются растения будущего, которое Мичурин назвал растением будущего и сказал, что это растение должно быть у каждого дома. Это растение даст и здоровье, и настроение, и цветет красиво, и формирует плоды, и листья у каждого растения очень красивые, своеобразные. Конечно, я от новинок не отказываюсь, буду еще что-то приобретать. И то же самое по киви.
снова же те же самые правила, и вопросы у них одинаковы. Но мы пока еще не знаем, что у нас за киви, потому что два растения были куплены, а оказалось, что пока что это мужские, и плюс это место, где у нас не очень хорошо растут вот эти растения, потому что очень много древесной золы я в свое время подсыпала. Здесь был виноград, и винограду давали древесную золу. Ну вот эта тема мы раскрыли. Ягоды не обсыпаются тогда, если только женские или мужские растения, или же это чисто одна сторона, то есть женские, или же это мужские могут быть цвести и не давать плоды. Вот такая интересная вещь. Интересное это растение, божественное растение, которое называется актинидия, которое еще многие называют мини-киви. Меньше хранится, но у нас до ноября месяца вот этих ягоды собираем, а до мая месяца мы уже пользуемся джемом и измельчаем как малину с сахаром и в холодильнике. И вот этот десерт, этот очень вкусный бальзам здоровья мы используем практически всю зиму и весну. Прощаемся с вами. Раиса Греченко, Александр Волик вам рассказали о том, как мы выращиваем актинидию, как формируем урожай актинидии и как определить, что у вас происходит с актинидией. Нужно обязательно разобраться, где у вас, что у вас за сорта, мальчики, девочки, и тогда вы будете знать, что делать. Ну а с формировкой, надеюсь, уже все понятно. Прощаемся с вами всего-навсего. До следующего видео. Пока-пока.